Учение о Боге, опережающее управление. В данной теме я показываю, каким образом именно в прямом смысле использовать это слово «опережение» в управлении. То есть мы в любой ситуации стараемся ввести уровень следующего действия. И поэтому в данном управлении именно понятие опережения — это есть совершение действия, да, именно цели управления. То есть, как правило, если мы имеем некую там задачу в управлении, то не обязательно, что здесь именно какая-то негативная возможная ситуация в управлении, а речь идет о том, что мы просто-навсего делаем быстрее. То есть выводим свою информацию быстрее в управлении, и при этом мы не считаем, например, что обязательно мы проходим что-либо, например, экстремальное, или мы можем не считать, что был возможный негатив, и мы, например, успели, да, сделать позитивное управление. Хотя эта точка зрения, естественно, возможна, и часто именно опережающее управление используется именно в этой системе, когда мы рассматриваем управление некую негативную систему, и мы должны ее опередить, развитие какой-то ситуации. В структуре именно все-таки как бы макродействий, то есть управлять своими задачами, не теряя темпа, так скажем, да, по основной идее управления личного. Есть задача макроспасения, а есть задача каждого управленца. И вот именно когда мы работаем как бы в профильной деятельности, что более свойственно каждой личности, то задача опережающего управления — это умение держать как бы именно внутренний статус управления, при этом чтобы основные концепции управления лично вашего, они реализовывались. Поэтому здесь еще и задача как бы обобщенного действия, где в центре действия находится личность управленца. И, например, с точки зрения, скажем, аналогичных систем, что ли, известных в системе коллективного сознания. Вот почему, предположим, у ангела есть крылья, да, с точки зрения внешнего наблюдения, что когда мы смотрим в действии, то есть управляющий статус крылья, а тело перед, да, крыльями, то есть тело находится в управлении до совершения действий как бы управляющего уровня, то есть взмах крыльями, который приводит к движению тела и крыльев одновременно. Поэтому получается, что ангел успевает, да, например, заблаговременно предупредить или что-то сделать. То есть, исходя из такого статуса, по признаку подобия, как вообще Бог делает уровень управления, да, например. Если мы рассматриваем некий переходный, то есть, как бы адаптированный, что ли, уже к человеку уровень управления, который воспринимается как действие ангела, то здесь получается, что мы видим некую динамику, связанную с физическим телом. С точки зрения Бога, его мысль и действие — это одно. То есть в опережающем управлении он фактически работает со своей информацией. То есть признак опережения для Бога, вот эта вот аксиома в этом уровне управления, хотя она несколько такая для восприятия, может быть, необычная, это, напротив, наиболее жесткий статус управления. То есть вот для Бога опережение — это более жесткий статус, более уверенный и более как бы системный, практически часто не меняющийся. И вот чтобы человек смог этот уровень постичь и получить опережение как статус динамики действия, он, соответственно, должен рассмотреть мышление Бога, как Бог решил ему передать знания, да, о уровне системного статуса. С точки зрения коллективного сознания и как это реально происходит, ангел показывает связь с физическим телом. То есть, если рассмотреть как бы уровень действия, здесь речь идет о неком уровне, относящемся к физическому телу, да, обычного тела человека. Например, там крылья. Хотя может быть действие ангела, там мысль и так далее. Вот здесь вот получается, что первый уровень управления, связующий, это уровень именно развитие динамики. Вот именно развитие динамики вот некой статичной, причем абсолютно статичной системы. Ведь опережение для Бога — это обязательность в действии с точки зрения человека. Значит, он там уже совершил некое действие, это уже статика. И получается, что для человека, чтобы перевести в динамику, он должен, человек, познать мысль Бога, и рассмотреть именно статус, как Бог должен передать ему информацию. Вот в опережающем управлении, именно в этой системе управления, очень
важно рассматривать точно динамическую систему действия мысли Бога. И тогда, получается, он приобретает ту же форму, ведь подобие значит, Бога не только там в физическом теле, но и в том, что приобретается форма действия адекватная. Как только он начинает постигать мысль Бога о передаче именно ему, человеку, этой информации, то получается, что вот здесь первый статус именно проявления динамики в системе действия. Да? Например, почему у человеческого тела есть динамика внутри? Почему Бог создал так, что там движется кровь и так далее? Там работает сердце, и происходят какие-то внутренние процессы. Для чего вообще это Богу нужно было? Ведь Бог волен был создать любую систему, хотя по образу и подобию, но почему внутри существует динамика? Почему тело — это именно динамичная система, да, в общем-то, в большом статусе управления. И получается, что если вот задуматься над этим процессом, то мы видим именно стык, где Бог передает знание об абсолютно статичной системе. Тело же должно быть опознаваемо человеком, то есть человек должен сначала свое тело воспринять, то есть именно реальное, там, здоровое, обычное физическое тело. И вот переход вот этой статичной информации происходит в большей степени внутри тела физического. Поэтому опережение в управлении — это действие, прежде всего, физического тела на уровне, где тело проявлено, ну, как бы, фактически в бесконечном будущем, но в какой-то конкретной точке. То есть там получается, что из бесконечного будущего, причем будущее создается, видно, где начало создается бесконечного будущего. Вот что важно в системе опережающего управления, что мы видим как бы некие такие законченные линии в управлении. Только тогда мы можем что-то опередить, да, если мы видим какие-то границы как бы внешнего управления. В противном случае мы можем долго рассуждать, что есть опережение, либо это мысль, либо это внутреннее действие, и постоянно находиться в динамике. А ведь в опережении мы должны четко присутствовать в том месте, где не совершилось, например, негативное действие. Или даже не обязательно, как я сказал, негативное, просто наше там личное управление, ваше личное управление, личное управление любого другого человека. И получается, что исходя из уровня управления, мы видим, что здесь должны быть четкие контуры. Поэтому здесь, опять же, несколько такая необычная позиция, она выглядит изначально, если о ней долго говорить, как такая обобщенная форма света. Если смотреть, то это просто свет, который начинается в каком-то конкретном месте пространства, но этот свет означает бесконечный уровень света. Этот свет проецируется на локальный уровень, который вот означает статичное управление, и он переходит в физическое тело. Здесь можно научиться управлять светом с точки зрения того, что вы в том месте, где начало как бы этого света, вводите систему бесконечного развития. И вот здесь даже, кстати, очень четко видно, что бесконечное развитие — это ваше личное участие, ваша личная воля. Здесь просто это видно буквально таким как бы механистическим путем. То есть можно пройти по этому лучу, который означает бесконечный свет, но он конкретно, как бы, как отрезок даже выглядит. А дальше вы начинаете собственное действие в бесконечности. И вот когда вы это действие начинаете, вот дальше мысль Бога понятна. То есть для него что статика, да, что динамика в человеческом восприятии — это одно и то же. И когда вы начинаете как бы именно в глубину мышления Бога входить с точки зрения познания вообще предмета его мышления, например, есть простое понимание, человек задумывается, почему Бог что-то думает сейчас, например, почему что-то предпринимает. Ну, вот есть мыслитель, скажем, да, личность, которая мыслит о какой-то задаче. И мы можем понять, значит, о чем думает, да, данная личность, если там акцентировать внимание, постараться понять задум и так далее. И вот вход во внутреннюю структуру мышления, как бы в человеческую природу мышления Бога, значит, мы начинаем видеть, что Бог дает следующее для человека. Ведь опережение — это фактически выполнение задачи Бога более точное. То есть мы же практически здесь ничего нового часто не придумываем. То есть управленцы от задач, которые исходят от Бога лично, они видят часто просто статус как бы просто личного действия, более точного действия. И получается, что, кстати, вот в лечении заболеваний очень часто именно
выход на позицию точности – это есть решение. То есть человек выздоравливает, когда он выходит в позицию точности с точки зрения, ну, например, там, задач будущего или там, задач опережения в управлении. Ведь часто правильный технологический уровень – это освоенный некий прием, и получается, что человек выздоравливает, потому что он правильно вообще понимает картину мира. Потому что любое действие, совершенное корректно, это правильная позиция в мире. И это и есть тоже здоровье в том числе. И поэтому часто не обязательно в этих системах думать там, как бы, с точки зрения физиологии. Да? Физиология нужна, когда мы рассматриваем, может быть, какие-то прикладные процессы или когда это необходимо. А часто достаточно работать мышлением. Тогда получается, что адекватно тому, как делает Бог, вы получаете здоровое тело для всех, но и при этом фокусируете эту систему на себя, и в принципе человек может применять, если ему это необходимо, там, для себя, то есть если ему нужно оздоровление. Если он здоров, то это может быть именно сфокусировано на событии. И вот здесь вот в событиях, хотя, конечно, при оздоровлении он тоже работает с событиями, очень важным аспектом является, что вот эта вот динамика управления, которая именно означает опережение, значит, находится геометрически фактически между линией событий и линией физического тела. Фактически это выглядит так, что вот есть физическое тело, и к телу как бы примыкает область событий на оптике. И вот когда мы начинаем стараться проходить между этими двумя уровнями, значит, мы как раз попадаем в среду опережения. То есть опережение – это среда, это информация. Нам не обязательно ставить логическую мысль и стараться там опережать, как вот там одна машина опережает другую, да, или вообще любая система. А мы можем просто взять информацию опережения и работать в ней. Тогда мы будем уже ближе и точнее в управлении к тому, что делает Бог. А нам нужно делать вообще идентично. И получается, что мы должны четко видеть, где Бог создает структуру опережения. Что вообще для Бога есть опережение, он вообще находится вне времени. Значит, получается, что для Него опережение – это просто реализация действия, ну, в первом уровне, что ли, постулат, при минимальных, как бы, что ли, влияниях внешних систем. Тогда, получается, опережение, действие быстрее реализовывается, и все. Второй фактор, значит, создание, как я сказал, динамическая система, человек, который получает структуру опережения как бы изнутри, через внутреннюю сущность своего организма, то есть весь организм настроен в большей степени на опережение в действии, на правильность в действии. И поэтому есть внутренняя, как бы, именно динамическая структура, да, развития организма человека. То здесь вот как раз-таки виден уровень уже больше логический, где система опережения, она связана больше именно как информативная среда. То есть здесь есть уровень даже выхода, например, там, в бесконечное прошлое можно выйти за счет системы опережения. Как вообще попасть в прошлое, да, в управлении, ну, с точки зрения этой технологии? Мы должны успевать уйти от структуры текущего и будущего времени и все время находиться в структуре прошлого, а текущее время постоянно как бы настигает, да, в управлении. И нам нужно, значит, суметь просто-навсего структуру прошлого там выявить как структуру опережающего типа. Несколько необычно звучит, но тем не менее это достаточно удобно в управлении. И, например, статус живого человека, вот в данном случае, например, технология воскрешения сводится к тому, что мы выходим в структуру, когда человек живой, и все, и стараемся этот уровень управления сдержать в коллективной реальности. Там, продержать его, например, 2 секунды, происходит воскрешение. То есть здесь структура именно того, что мы фиксируем в коллективном сознании некое опережающее действие до того, как срабатывает основной уровень коллективной реальности. И получается, что исходя из управления вот такого типа именно опережающего, мы не говорим, конечно, что обязательно это будущее время, как здесь вот понятно сейчас. Мы просто должны добиться цели в управлении, независимо от того, где это, в будущем или в прошлом. И вот с этой точки зрения прошлое выглядит именно как конструкция совершенно четких, как бы законченных блоков в управлении. Почему, например, создана, предположим, письменность, да, какие-то жесткие носители информации, почему именно так устроен мир? Просто потому, что
с точки зрения именно фактологизации, что ли, в именно системе опережения все-таки, да, организм настроен на опережение в действии, нужны достаточно жесткие блоки информации, чтобы понимать, под какой блок подвести системность, или с какого уровня подойти, чтобы распознать какой-то критерий, там, книга, это какая-то конкретная информация и так далее. И если задуматься, почему устроена, например, ситуация именно так в мире, потому что, в принципе, ведь, опять же, мы исходим из того, что Бог абсолютно свободен, мог создать динамические формы восприятия информации. И тогда бы, так же, как человек воспринимает мысль, вполне можно было бы устроить всю информацию. То есть некая динамика, некий свет. Но ведь устроена именно блочной системой в виде передаваемой системы знаний и так далее. А здесь как раз-таки мы рассматриваем именно смысл опережающего действия, но в прошлое. Чтобы мы контролировали прошлое, мы должны иметь жесткую блочность, то есть именно сегментарность знаний, да, разделенность какими-то условными или безусловными границами. И поэтому, перенося эту логику на будущее, как нужно знать свое точное будущее. То есть для чего это нужно, понятно, часто это полезно. Значит, а у технологов в управлении это вообще необходимый, по сути, элемент в основной системе управления. Просто так как мы строим будущее, оно именно, имеет, кроме абсолютных характеристик, которые всем известны, заходит именно в управление на уровне коллективного сознания, и логически понятно, да, есть цель. Есть еще какие-то динамические системы, которые там варьируются, нам не обязательно на них обращать внимание, если они там не принципиальны. Но для управленца часто требуется здесь знать тоже абсолютно точно, что происходит. То есть, что вообще в деталях происходит, иногда нужно знать абсолютно точно. Тогда получается, что чтобы эту точность исполнить фактически, а в идеологии управления все будущее должно быть достаточно просвечено, и контролируемость должна быть такой, что человек должен контролировать все процессы, то чтобы не обременять человека какими-то детализациями и так далее, самый простой вариант в этой технологии просто спроецировать такую блочно-сегментарную какую-то систему прошлого, как устроено прошлое, на систему будущего, но одним простым фактором. В системе опережения, в этой информации или платформе, или в массе опережения, да, выбрать наилучшие компоненты, а для прошлого это просто, там достаточно просто понять, что хорошо из того, что произошло. И эту систему просто изъять фактически управлением и направить в структуру будущего развития. А дальше система саморазвивается. И будущее становится известным уже потому, что прошлое же вам известно. А если вы из системы будущего получаете сигнал известности, это уже есть прогноз. Таким образом, вы строите прогноз просто обычным механическим путем. Берете часть оптики известных хороших событий, проецируете на будущее, первый импульс, вы получаете информацию. Так можно собирать информацию по интересующей вас системе. Также можно и детализировать информацию. Значит, раз так можно делать, самый простой вариант – это брать за основу свое собственное физическое тело. Тогда задачи, которые стоят перед телом, вы начинаете их развивать, но тело как уровень, что ли, управления, один из уровней управления, а по сути просто точка вашего действия, да, точка вашей реакции. И тогда получается, что все будущие процессы вы фактически выводите на состояние тела, то есть вы переводите в структуру возле тела. Тогда можно спокойно заниматься предметным мышлением, то есть, например, такой вопрос: зачем именно так вы мыслите в данный момент? Почему? То есть брать внешний контроль за мышлением. Значит, и тогда с точки зрения логики будет понятно, например, что вы должны мыслить через какое-то время. И когда вы начинаете выходить в этот уровень управления, то есть смотреть, значит, с точки зрения именно внешних, опережающих контекстов, да, любого действия получается, возникает следующий статус. Опережение, собственно говоря, с точки зрения
своей собственной личности. Ну, такой как бы идеальный, что ли, если даже, может быть, вопрос вот сформулировать, именно он как больше некий идеальный уровень, что ли, управления выглядит. Все-таки в управлении все время прикладная система существует, а здесь именно в идеальном случае вы должны опередить все свои системы, которые у вас есть, чтобы создать благоприятный уровень для своей личности, получается. То есть создать уровень не только там для одной личности, а у вас задача макроспасения, значит, для всех. И тогда, получается, на определенном уровне нет различий. Вот, когда вы начинаете заниматься этим, опережением именно по структуре вообще всех свойств вашей личности, то, во-первых, вы попадаете в совершенно безопасный уровень развития событий, то есть они совершенно естественно позитивно развиваются, потому что вы находитесь в определенном управляющем уровне, и эта норма переносится в будущее. Тот пример, что вы фактически делаете прогноз переносом текущей системы в будущее события. Как я сказал, можно из прошлого переносить, а так вы из текущего времени, фактически текущее время мало отличается от времени прошлого, очень близкие границы. И получается, что мы выводим управление, только здесь надо ребра времени, жесткость времени четко соблюдать. Секунда прошла, это уже прошлое, это надо видеть. Потом вы привыкаете, и идет управление из текущего времени, где идет смешение текущего будущего, то есть вы все время находитесь фактически в будущем. И вот когда вы начинаете свое тело настраивать на работу в будущем времени, то получается, что здесь уже полис безопасности для других людей, то есть вы обеспечиваете им безопасность уже в большей степени, или идеально обеспечиваете при определенных условиях. Значит, здесь только вопрос времени действия. И дальше вы начинаете работать уже больше в будущей системе управления. И вот здесь появляется как раз точка зрения, как Бог смотрит на ваше физическое тело. То есть вне времени, вне пространства вы начинаете воспринимать действие, тогда, естественно, тело устойчиво, оно уже потому вечно, что оно постоянно находится в фазе опережения. Так постепенно, незаметно вы выводите свое тело в систему вечного развития в этой технологии. И когда вы начинаете уже работать через физическое тело, фактически, то видно, почему Бог создал именно физическое тело, вот по этому замыслу, действия физического тела во всех реальностях. Значит, что здесь получается, что у такого тела, именно которое неразрушаемо, существует вообще другой круг задач на самом деле. И в современных условиях человек должен перейти к этому кругу задач достаточно, постепенно, естественно и так далее. Например, после воскрешения Иисуса Христа получается ситуация другого типа, другой тип пространства и другой тип задач. Потому что вечное тело совершенно более общее, более пролонгированные задачи. Каждая задача имеет статус бесконечности, это первый уровень восприятия. А дальше получается, что если у человека стоит задача, она стоит и она будет реализована, это сделать естественным путем. Смерть уже преодолена, значит, раз так, то получается, остается только это сделать естественным образом, не наращивая какого-то кризисного контекста в это действие. А вот как раз преодолевание, или именно успеть преодолеть кризисность в случае, когда человек уже, есть в коллективном сознании, век, человек проживает, а в данном случае вечное развитие, надо изъять все системы из коллективного сознания, которые бы ограничивали жизнь. Получается, что это достаточно емкая работа, тем не менее, она достаточно часто простая, она не сложная. Поставить только идеологический контекст управления и выйти в управление опережающего типа. Тогда получается, что работая в большей степени в фазе будущего на управлении, вы переводите тело в структуру больше будущих благоприятных событий, и основной уровень управления фактически одновременно реализовывает задачу вашего тела в этой системе, и вы начинаете уже работать в контексте коллективного сознания, все более активно. Вот здесь видно, что коллективное сознание несложно реструктурировать в плане позитивного, направления.
Вот эти все уровни, которые были связаны с тем, что вот, ну, некая существует сложная болезнь или там существует биологическая смерть, они часто очень быстро расформировываются за счет того, что вы просто опережаете любое другое событие, и вы уже проходите по более как бы скоростному пути управления. И как только вы развяжете один узел, они начинают развиваться как бы сами по себе, эти системы. Кстати, это одна из технологий лечения в экстремальных ситуациях, когда нужно обязательно излечить при там, мощном, может быть, иногда там, большом каком-то комплексе внешних ситуаций, воздействий. Иногда часто они информативные воздействия, то есть не всегда состояние человека определяется там реально какой-то, что ли, болезнью. Часто какие-то информативные системы существуют, которые он должен преодолеть. И вот в том управлении есть очень полезное качество. В текущем времени человек здоров, например, а там, если какая-то проблема возникает, то это всего лишь еще информация. Это не значит, что это реализовалась система или будет когда-либо реализована. И человек по природе, он всегда помнит, что он же благоприятные события в своей жизни вполне имел, то есть у него не было, например, проблем. Значит, отрицательная информация – это еще только информация. То есть у нас всегда есть время, да, получается, опередить события при желании, там, или если мы хотим там обязательно преодолеть, значит, надо больше вкладывать ресурсы, там, времени. Если какие-то события не принципиально, часто люди не обращают внимания. Значит, а вот чтобы преодолеть системно, то мы же ведь не можем постоянно там, можем, конечно, но придется тратить время на постоянную детализацию. Не у всех есть время просто. Тогда, получается, нужно делать таким образом, чтобы просто статус управленца постоянно развивался в зависимости от его следующих действий. И тогда опережение уже идет как уровень ваших внутренних знаний. Опять один из ответов, почему Бог создал внутри человека именно динамическую систему распределения информации. Значит, изменение состояния, движение там, крови, ритм сердца и так далее синхронизируется с движением всей внешней среды. Вся информация меняется, и внутри, да, есть некое изменение. Подобная система, пусть даже неким условным образом, но все равно подобная система. Поэтому, то есть, внешний мир подобен тому, как устроен человек внутри, данном уровне управления. И получается, мы можем, регулируя, вообще говоря, управление, значит, свое собственное, ну, там, не обязательно это внутри, можно конвертировать движение, значит, которое происходит внутри, перевести в структуру мышления, чтобы не заниматься там, например, физическим телом. А у многих людей просто физическое тело здоровое, и не обязательно постоянно там контролировать внутренние процессы. Тогда достаточно просмотреть, а что вот в мышлении соответствует этой позиции физического тела. И когда мы рассматриваем мышление, какой-то предмет мышления, вот здесь мы находим первую автономную, но нейтральную среду управления. Из нее можно делать любой статус управления. То есть опережающее управление, где не нужно проявлять торопливость. Где эта среда, это, ну, как некий там пластилин, условно, да, из которого можно вылепить любую фигуру, нужную вам. Если считать, что в этой фигуре заложено ваше управление. А в этой системе можно допустить все, что угодно. Можно сказать, что фигура – это и есть управление. И как только вы начинаете эту массу управления выводить уже в действие, то действие, как правило, кстати, реализуется достаточно быстро. Весь внешний мир – это большие скорости информации. Любая статичная система при соприкосновении, как правило, реализуется сразу, если она не успевает быть как бы видоизменена. То есть мы нашли практически пространство, где можем спокойно работать с опережающим управлением, и всего лишь навсего присоединили к скоростным процессам мира. Таким образом, можно увидеть вот это внутреннее строение вещества, каким образом Бог создал вещество как таковое, где локальные и именно сверхскоростные процессы, они находятся рядом. То есть информативные какие-то, информационные, материальные системы соприкасаются с огромными часто скоростями, и получается устойчивая масса. И получается, что сближение вот, вещества, то есть образование массы вещества,
это очень высокие скорости, поэтому возле атома можно обнаружить некие движения, да, различных там частиц. И отсюда получается, что мы можем физику этого процесса как бы распознать на уровне управления, там, действия. Тогда можно понять, что вообще в атоме. Давайте вот, например, посмотрим. Ну, он устроен подобным образом. Есть центр и движение, центр и движение. Ну, если мы начинаем углубляться дальше, мы приходим к цельному физическому телу человека. Это в первом импульсе управления. А если мы идем дальше, мы тогда уже видим внутреннюю клеточную систему, изнутри системы, как бы, как вот организовывается клетка, любая. То есть фактически мы все время находимся в фазе нормы, получается, если мы видим систему организации. Это логически следует. Значит, получается, что мы все время в опережающем управлении имеем определенные критерии, нормы, которые фактически находятся, опять же, в определенном пространстве, даже в определенной точке организма. Можно найти клетку, которая максимально концентрирует в себе эту информацию. И здесь видно, что каждый уровень организма человека, каждая клетка нагружена определенной целью, определенной задачей, значит, как бы снабжена эта система управления. И так же, как перед каждой личностью, да, Бог ставит свою задачу, также, получается, и можно найти конкретную задачу в любой клеточной системе. Тогда получается, что можно связать внешнее управление, почему в жизни что-то происходит, на что надо обратить внимание, или как противодействовать какой-то там негативной ситуации, с тем, каким образом это, например, связано с конкретной клеткой человека. Там, то, что с человеком в целом, да, с его личностью, это понятно. В данном случае я бы хотел показать, что и показываю как раз, что клеточная система, она такая же устойчивая с точки зрения бесконечного развития. То есть, если мы хотим посмотреть каждую клетку, то клетка тоже вечна сама по себе. Именно с этой точки зрения, потому что она фокусирует на себя практически все системы мира, так же, как и весь организм, да, и внутренние связи, они устроены именно по принципу вечного развития. Если мы захотим понять, каким образом каждая конкретная клетка связана с любой другой, соседней или там, с любой клеткой организма, то очень просто понять связи с точки зрения именно вечного развития каждой системы. И вот здесь вот основным уровнем познания является, что есть вечное развитие для каждой из систем. Ну, например, там система, как система организма, какая-то клетка. То есть мы должны сами понять внутренний путь каждой системы. И вот что делает Бог? Он понимает фактически за людей в определенной степени, что им нужно впереди, перед ними. То есть он как бы вдумывается, глубоко вдумывается в их задачу. Ну, некий образ мыслителя возникает, да? Бог думает, и вот это вот уровень мышления на человеческом уровне, то человек воспринимает это как глубокое мышление. Это есть то, что вот именно созидательно выводит людей к знаниям, где именно глубокая вот именно система, что ли, знаний, некая выглядит как озабоченность, именно глубокое проникновение в судьбы людей, там, в их задачи. Это и есть и действие, и мышление Бога, то есть и одновременно его внешнее действие. Вот здесь вот очень важно видеть, что человек свободен, и чтобы он правильно понимал свой путь, Бог периодически, именно корректирует, так скажем, да, или где-то так вот переводит управление, с точки зрения там того, чтобы человек имел собственный анализ. Может быть, это не уровень некой там, например, системы коррекции в управлении, а именно уровень в большей степени, получается, передачи знаний. То есть Бог не навязывает, и непосредственно, например, корреляция в управлении — это не действие Бога, вот именно такое, что ли, силовое, что ли. Здесь как раз таки сила другого типа, это именно передача максимального количества знаний где-то вот в опережающем спектре. То есть, и когда мы начинаем вот этот опережающий спектр рассматривать как действие, которое управляемое,
то мы можем видеть, что управляется любая ситуация, даже, например, там, если мы рассматриваем негативную ситуацию, мы можем видеть ее место расположения, ну, там, работать по перемещению этой ситуации в какое-либо место. При этом идет минимизация, если вы соприкасаетесь с этой системой. И вы начинаете практически управлять с точки зрения того, что можно управлять любой системой, включая, если эта система негативная, то вы уже имеете инструмент управления, потому что вы же данной технологией, владея, например, системой опережения, вы можете уже с системой негативной, ну, как бы сталкиваться ближе. То есть одеваете некую перчатку, которая защищает там от жара, да? Значит, и получается, что вы уже, значит, более глубоко начинаете анализировать систему. То есть признаки негативности. Почему она негативна? Для чего она возле вас существует? Там, и, возможно, существуют более какие-то глубокие корни, да, данной ситуации. Тогда получается, что вот именно с признаками опережения вы имеете определенный полис для анализа, то есть некий спектр существует между вами и негативной системой, потому что вы все равно опережаете, и все равно какого-то там радикального зла, так скажем, от такой системы уже не будет. Потому что стоит только технологию опережения применить, вообще с этой точки зрения подойти, то все равно понятно, что вы опередите. И тогда вы сможете проще с негативной системой как бы проработать управление. И вот здесь вот важным фактором управления является то, что в первый ракурс, да, можно просто фиксировать отдаленное будущее, зная и работать на уровне сознания. Можно там аккумулировать систему отдаленного будущего или там какого-то приближенного и работать в интервалах, видя, что происходит вокруг. То есть опережать, специально сузив спектр времени в управлении. Например, там на день вперед, на месяц и так далее. Тогда понятен какой интервал, и все сразу понятно, что откуда может произойти, и, собственно говоря, либо есть смысл опережать, либо нет. Может быть, существуют какие-то другие задачи. Значит, как бы именно, то есть оставить события в этом ракурсе или нет. Бывает, что человек занят, он бы мог позаниматься этим событием, но для этого нужно предпринять какие-то физические действия, да, куда-то позвонить, а ему некогда, например. А тогда возникает ситуация такая, что принцип опережения, он работает по выбору оптимальных систем. Что наиболее оптимально сейчас? Там, для человечества в целом, там, лично для человека, но тогда вот некие там события, которые не нужны, например, они могут начинать просачиваться в систему событий человека. Вот тогда принцип опережения может работать таким очень специфическим образом. Внешняя система, которая не нужна, например, да, может быть, она негативная считается, а может быть, наоборот, она больше в дальнейшем пользы принесет. То есть бывают такие системы. Значит, и каждый, конечно, сталкивался с анализом ситуации, насколько негативна система. Значит, тогда получается здесь достаточно часто вставить признак опережения, но своего типа, как бы системе навязать свои ролики. И тогда она начинает катиться, хотя как бы вроде бы в том же направлении, но выполняет вашу задачу. Конечно, речь не идет о совершенно там радикально негативных систем, которые коренным образом надо сразу исключать и вообще, чтобы они никак не развивались. А те, которые, например, имеют статус какой-то пользы, там внутри заложена система следующего развития, возможно, там, например, какой-то ситуации. То есть эта система позволяет не напрямую там всю как бы отрицательную информацию брать и куда-то там преобразовывать, а вдруг информация не совсем отрицательная, надо же ее проанализировать. Возможно, как в шахматной игре, там, возможно, есть смысл позиционно вести партию так, что дать где-то какой-то уровень позиции, на уровне существования данной ситуации, в этот момент где-то захватить там лидерство в другом месте. И получается, что вот эта система позволяет вести такую устойчивую систему управления, по типу, не обязательно там шахматная игра, а просто вот какие-то
системы, чтобы были в взвешенном состоянии, то есть не применять прямое управление, а за ними наблюдать. И вот тогда возникает контролируемость системой с учетом того, что вы просто факторами опережения можете, значит, эту систему даже многократным уровнем фактически, ну, как бы обвязать. Это выглядит вообще как некое полотно, которое обвязывает информацию. Ну, я назвал это некие там ролики, система катится в вашем направлении. Когда она катится именно по вашему как бы уровню управления, она становится уже все-таки безопаснее, да, и часто вообще безопасна, потому что платформа ваша, а верхняя настройка может быть, в принципе, любой тогда уже. Потому что платформа уже не повернет против вас радикально. И тогда, получается, у системы, у некой такой негативной, если даже, возникает, ну, некий такой демпфинг, там, и можно спокойно изучать ее следующее развитие. А как правило, если вы даже приостановили систему и начали изучать, она резко теряет в функциях именно некого такого, скажем, негативизма, да, то есть постоянно падают критерии. У вас, чем больше у вас времени, тем меньше проявляется именно негативизм некой системы. Следовательно, в системе опережения есть еще и вот эта вот система контролируемости, в принципе, любых систем. Да, как бы усиленный уровень контроля существует. Уровень спокойного контроля, то есть вы наблюдаете ситуацию, зная, что ситуация радикально не повредит ни вам, ни окружающим. И тогда получается, ну, это, конечно, опять же, кроме каких-то, ну, ситуаций, где уже четко понятно, что надо сразу преобразовывать в лучшую сторону и все. Речь идет больше о стратегическом управлении в данном случае, где надо понять, к какой ситуации привлечь еще какое внимание. И, возможно, она может находиться в управлении, потому что возле этой ситуации будет именно сосредоточено там коллективное внимание, и тогда, наоборот, дела пойдут лучше. Одна из задач управления, коллективного управления. И получается, что мы, ведь как технологи управления, должны контролировать, в общем-то, длительный период часто. Ведь я говорю о системах, которые существуют все время в пространстве информации. Например, взять там те же самолеты, которые вылетают в течение месяца, и контролировать всю авиакомпанию в течение месяца, это большой массив информации только одной компании. А значит, ну, если там даже одна-две негативных ситуации, там каких-то не связанных даже с проблемами там безопасности, но близко к тому, что надо этим заниматься, то достаточно их вести как бы в поле зрения, занимаясь текучкой, и к нужному моменту приводить именно управление на них. То есть выделение основного спектра управления, то есть не дать реализоваться самым как бы проблемным ситуациям. Но часто ведь, чтобы не дать реализоваться, мы же должны ее в поле управления еще держать. То есть не всегда ну, как бы какое-то мгновенное действие можно сделать для обычных систем. Также и при лечении заболеваний там часто требуется для познания, вот часто душа людей требует именно познания. И тогда, получается, мы должны держать управление, пока система будет познана душой другого человека, а при этом не допустить негативного развития. И тогда, получается, это одна из задач, которая применяется в целительстве. Причем в лечении многих людей, кстати, если взять там диагноз, который не должен быть вообще у человека или там у человечества, и стараться его постоянно выводить из управления, то это хорошая практика для многих людей, многих можно сразу научить. А в принципе можно взять все диагнозы отрицать. Ну, диагноз, как правило, это некая там проблема, да, заболевание. Если взять все симптомы и вывести, например, в структуру некого внешнего управления, значит, и сказать, что вот известно, какие вообще проблемы бывают у человечества в виде неких заболеваний, добавить что-то, возможно, неизвестное еще. То есть замкнуть весь спектр информации и постараться сделать так, чтобы люди со стороны наблюдали за этими проблемами, то есть не ввязывались как бы во внутреннюю систему, а за счет опережения просто анализировали эти системы, и, естественно, человечество быстрее избавится от заболеваний тогда. Потому что аналитика – это все-таки не участие в процессе, а именно внешний контроль. Как, например, делает Бог для решения любой ситуации. Он постоянно увеличивает внешний контроль.
И все. То есть приходит ближе к себе самому, получается, в действии. А то же самое, если человек начинает увеличивать внешний контроль, приходит к своей собственной сущности, а сущность-то должна быть еще здоровее, получается, чтобы отразить большее здоровье там, на предмет контроля. Получается, что человек вынужден быть как бы абсолютно здоровым на уровне как бы, фактологического действия. То есть он в любом действии, в корне любого действия человек абсолютно здоров, так заложено Богом изначально. Вот почему есть статус, что Бог, да, создает человека здоровым и не приносит ему болезни, но вот в каждом действии этот статус сохраняется, принцип первичного опережения, да, здоровое всегда тело, дух, сознание, максимально там управляющее, да, и так далее. Есть такой критерий, что сознание-то оно, вообще говоря, всегда здорово, по сути, как и все остальное. То есть поэтому получается, что вот начальный импульс у каждого человека это максимально здоровье, вот где-то начинает видоизменяться информация. Если он что-то неправильно делает, тогда получается, что отсюда могут быть проблемы тела. Ведь, как я показал, тело в данной технологии связано именно по внутреннему статусу с информацией опережения для Бога. Там, где максимально устойчивый статус. Вот когда мы начинаем вот это интегрировать в структуру бесконечного действия, например, как технологически вечно жить человеку, знающему систему опережения. Значит, здесь получается объединение статуса там, личных динамических задач с вечным статусом Бога. Человек идет по платформе Бога, по некому там пространству, которое создал Бог конкретно, пространство именно где все опережается, где все благоприятно тогда получается. Не потому, что все фиксировано как бы благоприятно, да, а здесь воля человека проявляется. Он успевает опередить в рамках своих задач. Это вот, кстати, технология – это проявление полной воли человека. Человек здесь абсолютно не связан ни с кем. И получается, что как бы никем даже он не может быть куда-то там, что ли, переведен в управление. Он идет по платформе именно опережения. А ведь, чтобы опережать, надо собственные решения какие-то иметь. Вот, поэтому опережение – это все-таки выработка постоянно собственных решений, полная свобода личности. И исходя из этого, получается, что с одной стороны он идет по платформе, которую ему дал Бог, а с другой стороны, при этом он абсолютно свободен, потому что он постоянно работает над выработкой задач. И вот эта вот внутренняя интеграция, да, этого процесса показывает, как вообще человек в информации фактически развивается именно гармонично. То есть, что от роста человека вот, на уровне информации, на уровне физического тела, значит, можно здесь, кстати, проследить, как идет организация человека на уровне материальной, духовной системы в его действии, потому что там личность, получается, максимально раскрывается. Чтобы опередить, надо же из нескольких параметров выбрать какой-то оптимальный параметр. Надо еще куда-то опережать. И в связи с этим получается, что творческий процесс достаточно развит. То есть, с одной стороны, статика абсолютная, это опережение, именно то, которое создал Бог. А с другой стороны, получается, что мы имеем, в принципе, вот именно свободу воли в решениях. Ведь как человек определяет именно свободу воли, когда он какое-то решение принимает и его реализовывает. То есть полное совпадение, да, в этой технологии на факторе именно опережения. Таким образом, мы входим в структуру именно вечного фактически управления, где управление, можно так сказать, что все бесконечное управление будущего – это опережение неких проблемных ситуаций или каких-то тех задач, которые не нужны, например, в реализации там, вечного развития. И все. То есть вывод из системы коллективного сознания, там, понятия биологической смерти, например, и так далее, и так далее. За счет просто системы опережения. Полное здоровье, да, или там абсолютное здоровье и так далее. Для тех, кто здоров, это значит больше возможностей там, заняться конкретными событиями и так далее. И поэтому, исходя из уровня, значит, как бы максимального, что ли, опережения в управлении, мы такую духовную составляющую, которая воспринимает структуру бесконечного развития как именно благоприятное действие, как опережение неких там неблагоприятных ситуаций. И все.
И это достаточно мощный, естественный инструмент. Следующее, что и над этой системой надо опережающий контроль. Она бесконечна, и нужно на нее же поставить контроль. Тогда получается, что как только мы ставим на нее же контроль, все, практически мы входим в гармоничное состояние, контролируем практически беспроблемную систему и спокойно тогда ее развиваем в ракурс в большей степени уже всего. Здесь, по моему учению, больше возможностей реализовать для всеобщего бесконечного развития. На этом я сегодняшний семинар заканчиваю. Спасибо большое за внимание.